Превращаю страшный чердак дома в две уютные красивые комнаты, и передо мной стояла задача сделать потолок своими руками, чтобы он был надежный, хорошо выглядел, но при этом не разориться. С какими трудностями столкнулся, где я накосячил, как это исправить и сколько денег по итогу вышло. С чего стоит начать, это определиться, а какой потолок вообще выбрать. На первом этаже моего дома я пошел по самому простому пути и выбрал обычный натяжной потолок. На мой взгляд, это лучшее решение по соотношению цена-качество, ведь даже вместе с работой потолок вышел 1200 рублей за 1 квадратный метр. На мансарде моего дома относительно низкая высота потолка, 2,5 метра в коньке и 1,5 метра у стены. Местами до него можно дотянуться рукой, и может возникнуть ситуация, когда в потолок что-то ударится, поэтому надо сделать его вандалоустойчивым. Перегородки для комнат я делал гипсокартоном, и это тоже хороший план для сферического потолка в вакууме, но опять же не в моем случае. Для стропильной системы крыши дома я покупал обычные доски и выравнивал их по наружной стороне, то есть там, где металлочерепица. А с обратной стороны доски пляшут из плоскости чуть ли не на 2 сантиметра, поэтому просто так на них гипсокартон не прикрутить. Для этого потребуется выравнивающая система с подвесами, которая сожрет неприемлемое количество высоты потолка. А деревянный потолок как раз должен был решить все эти проблемы, и я думал, что деревянный потолок это еще и бюджетное решение, но давайте обо всем по порядку. Вагонку я покупать не хотел, она тонкая, узкая и визуально мне не нравится. Я купил имитацию бруса карельский профиль 145 на 20 мм, но ее нельзя было крепить к стропилам просто так, нужна была выравнивающая обрешетка, для которой использовал бруски 20 на 40 и специальную самоклеющуюся ленту. Торцовка пилил бруски на необходимую длину и приклеивал на него ленту. Одну полоску ленты клеил на каждый брусок, и с помощью пневматического нейлера было очень удобно временно крепить брусок, чтобы он не падал на голову. Благодаря прокладке должно получиться так, что не слишком сильно повреждалась пароизоляция от крепежа, так как герметичность пароизоляции это очень сильно важный момент в утеплении крыши. Брусками с прокладкой уже в какой-то степени получилось нивелировать неровности стропил. Попутно решал задачу с переносом временной электрики, так как провода мешали закрепить некоторые бруски. На этапе утепления крыши между стропил закладывал провод до лампочек и в межкомнатных перегородках провод до выключателя. Наконец-то можно было сделать нормальные выключатели на своем месте, а не просто болтающиеся в воздухе. Покупал специальные подрозетники для гипсокартона с лапками, которые прижимают корпус к гипсокартону, и переключил временный вариант света уже на постоянный. Заодно и включение света на лестнице сделал по датчику движения, чтобы при спуске с лестницы загоралась каждая ступенька, а то раньше это было сделано только при подъеме на лестницу. Теперь ничего не мешает закрепить оставшиеся бруски. Максимально длинным правилом проверял плоскость и местами наклеивал по 2 или 3 уплотнительные ленты, а местами заменил брусок толщиной 20 мм на 30 мм. Так удалось добиться почти идеальной плоскости, на обрешетку ушло прилично времени, зато как дальнейшую работу, так и конечный результат это сделает сильно приятнее. После того, как все встало плоскость, для надежности прокручивал бруски саморезами примерно через каждые полметра. Также у меня были места, где нет стропилины и получалось не к чему крепить будущие доски. Для этого в торец перегородки временно бил брусок нейлером, позиционировал его в плоскость и все так же в торец прикручивал длинными саморезами к верхней обвязке перегородки. Получалось в достаточной степени надежно. Там, где брусок не доходил до стены примерно на 10-15 см, можно было дополнительно ничего не делать. Имитация бруса в таком случае хорошо держится, выступая своеобразной консолью. Все бруски на своих местах, можно заняться досками.
Для удобства лазерным дальномером измерил расстояние от стены до стены, делал это в нескольких точках и снизу, и посередине, и сверху, так как все не идеально ровно, и по среднему значению отмерял, как отпиливать доски. Плюс еще делал примерно по 1 сантиметру отступ между стеной и доской, чтобы потом в это примыкание точно влез уголок. Куплен пиломатериал был еще в прошлом сезоне, но в силу проблем со здоровьем стройка прошлым летом затянулась и не успел сделать потолок до снега. Долго переживал, как же я буду пилить доски со снегом, но пока то одно, то другое, вот уже и снег растаял, и можно было без переживаний браться за распил. Трудность была в том, что 6-метровый лес хрен затащишь в помещение, и пилить на чердаке было бы никак. Расположился с торцовкой на улице и для начала на всякий случай отпилил по одной доске для каждого ската. 4-метровый лес уже оказался подъемный и прошел по габариту. Первая доска — это самая сложная, особенно в местах с мансардными окнами. Для большей точности выставлял лазерный уровень вдоль стены и временно на пару гвоздиков неллером фиксировал доску просто, чтобы она не падала. По лазерке размечал места будущих оконных откосов с обоих сторон. С торцов это было легко, а вдоль доски пришлось поломать голову, как это правильно сделать. Приблизительно вот такая постановка лазера дала понимание, где отпилить доску вдоль. Оторвал временное крепление и моим любимым мультитулом выпилил часть доски для откоса. У некоторых досок можно заметить зачатки поражения из-за неидеальных условий хранения в течение всей зимы. Какие-то были настолько веселые, что их было проще выкинуть. От каких-то я отпиливал пораженные части, а в каких-то незначительных местах просто шлифовал болгаркой с наждачным кругом. Основная часть досок была в полном порядке, и не выкидывать же всю доску, если просто в месте, где она лежала на прокладке, чуть-чуть потемнело. Болгаркой это решалось довольно просто, плюс я все равно буду покрывать все антисептиком. И с покраской досок намеренно совершу еще одну ошибку. Красить их надо до монтажа, а не после. Но это в идеальном мире, а в реальном мире не всегда получается все сделать идеально. К этому вопросу я еще вернусь, а сейчас надо приниматься за монтаж доски. Убедился, что все они подходят по длине, что все четко встает вдоль стен, и нейлером пробивал к обрешетке. Первую доску внизу у стены приходится бить насквозь, а верх уже получается делать скрыто за счет системы шип-паз. Бьешь одну доску в шип, и крепеж закрывается пазом следующей доски, которая сама за счет этого держится. Нейлер в такой работе выручает максимально, и свои 3500 отрабатывает за один раз просто ускорением работы, экономией времени, нервов и улучшением результата. В качестве крепежа использовал такие пластины, их вообще не экономил, бил местами и по 2, и по 3 гвоздя, чтобы точно наверняка. Проверял силу крепления при работе на фасаде дома, и неправильно приколоченный планкен тогда приходилось отдирать монтировкой, так что гвоздики с виду хлипенькие, а держат так, что хрен отдерешь. Но дешевый нейлер не просто так дешевый, потому что бывает, что им хрен попадешь. Я тебе покажу. Не попал. Да ёб твою мать. А почему его зовут хрен попадешь? Да потому что в него хрен попадешь, Ави. Бывает так, что гвоздь просто по каким-то причинам не вылетает. Это не всегда понятно, поэтому и пробивал по 2, по 3 раза, чтобы точно наверняка. И один раз он вообще отказался работать, так как у него застрял гвоздь внутри. Но это чинится одним легким движением клещей. Плюс надо читать инструкцию и не забывать про смазку. Нейлер превращает работу в удовольствие, но вот сами доски заставили изрядно попотеть. Оказалось, вставлять 4-метровую доску в другую 4-метровую доску в одиночку не самая лучшая идея. Малейшая кривизна вела к тому, что доски друг в друга не засовывались, и здесь смазка уже не поможет. Какие-то доски на удивление засовывались просто от руки, какие-то нужно было слегка пристукнуть молотком, главное делать это очень аккуратно, например плашмя или просто ручкой. Иногда нужно было приложить больше усилий, и тогда брал деревянный брусочек и стучал по доске не напрямую, а через деревяшку, чтобы не повредить доску. Но какие-то доски надо мной словно издевались, и, например, вот это было проще выкинуть, чем пытаться впихнуть невпихуемое. Штука в том, что впихиваешь один конец доски, придерживаешь ее, чтобы она не упала, передвигаешься к противоположному концу, а так как доска кривая, то при попытке засунуть второй конец, первый конец высовывается, и получается бесконечная работа. Плюс иногда доска вроде засунулась, отпускаешь ее, она вываливается и ломает шип. У меня так было несколько раз, и тут на помощь приходил двухкомпонентный цианокоррелатный клей, им приклеивал шип обратно.
Когда поднялся до углов, то целая доска тут не влазила и нужно было отпиливать вдоль. В одной комнате у меня это получилось, а в другой комнате не получилось. Доска была слишком длинная и вообще никак не хотела помещаться. Пошел по самому простому пути и разделил доску поперек на две части. И так отрезанная вдоль уже хорошо входит на свое место. Да, получается стык, но в таком месте он не будет бросаться в глаза. А вот что мне бросилось в глаза, когда я мерил, где нужно отпиливать доски, я не знаю, но получилось так, что... Почему-то я отпилил часть досок короче, чем нужно, и у меня перестало хватать материала, чтобы сделать остальное без стыков. Благо удалось докупить в желтом магазине похожий профиль. О качестве их досок я расскажу чуть дальше, а вот то, что мне понравилось, что его можно даже самому распилить в удобном оборудованном месте. Сделал это сразу в точно правильный размер, который без проблем поместился в Форда, и можно вернуться к работе. Довел скаты почти до верха, и перед зашивкой важно было приклеить на коньке ленту на пароизоляции. Прошлое приклеилось хорошо, но имело свойство рваться на стыке, а эта лента уже точно прослужит много лет. Добил целыми досками докуда было возможно, крайнюю доску сверху тоже пришлось немного пробить насквозь в некоторых местах, благо тонких гвоздиков почти не видно, а местами удалось прибить ее шип-коньковому прогону. Гнать объем в случае с ровными досками в целом было бы несложно, так как они держатся друг за друга, а вот с последней доской пришлось изрядно помучиться. В одной комнате зазор получился небольшой, и целой доской было бы некрасиво. Пока думал, что с ним делать, перешел во вторую комнату. В ней зазор почему-то получился больше, и туда уже влазила целая доска. Но то ли сама доска попалась кривая, то ли скаты сошлись неровно, то ли все вместе. Как бы я ни крутил, ни вертел, получалось неровно либо с одной стороны, либо с другой. Опять же, заниматься такой работой в одиночку задача не из простых. Вставить доску не во что, а сама она на потолке держаться не хочет. Кое-как удалось зафиксировать доску и просто пробил ее насквозь в крайнее. В другой комнате решил выкрутиться остатком планкена, отпилил нужной длины кусок, посередине просверлил отверстие для выхода провода на лампочки, отключил электричество, чтобы безопасно просунуть провод сквозь отверстие, и аккуратно по краям прибил доску к соседним. Еще у меня был план до имитации сделать контур утепления полиизоциануратом, или, проще говоря, пирутеплителем. Но его бы пришлось сильно резать, нарушать структуру ячеек, и подумал, что в таком случае от него не будет смысла. А делать сплошным ковром, опять же, не позволит ограничение высоты потолка. Если у вас высоты потолка будет побольше, очень бы советовал так сделать. Зимой у меня на мансарде нет приборов отопления, и даже так температура не опускалась ниже плюс 19. А вот летом я показывал по тепловизору, что металлочерепица разогревается до плюс 80 градусов, и даже через 200 мм ваты со всеми винтзазорами на мансарде было реально жарко. Посмотрю этим летом, поможет ли хоть как-то имитация. Теперь мне надо из некрасивых досок сделать красивый потолок. Первым делом взял обычную кисточку и тщательно прошел каждый квадратный сантиметр, чтобы хорошо обеспылить поверхность. Перед покраской имитация брусов в прибитом состоянии на потолке пробыла примерно месяц при комнатной температуре, чтобы после длительного
длительного хранения на улице все точно просохло и ужалось, насколько это возможно, до покраски. Опыт покраски деревянных элементов у меня уже был при работах по лестнице, и мне тогда очень понравилось, как получилось. Когда дерево вроде бы полностью перекрыто, но и структура и фактура дерева присутствуют. Возможно, я делаю все не по технологии, но опираясь на эмпирические данные эксперимента с лестницей, решил на потолке повторить то же самое. Но все, как всегда, пошло не по плану. Чтобы на 100% исключить хоть малейшую возможность образования на досках новой жизни, на первый слой купил кроющий антисептик. И так как площадь для покраски большая, решил попробовать нанести его валиком. Но то ли я купил неподходящий валик, то ли они не подружились с антисептиком, то ли руки у меня не оттуда. Валиком, в общем, ничего не получилось, поэтому по старинке взялся за кисточку. У меня есть и безмасляный компрессор, и насадка на него для покраски, но на антисептике не было написано в разрешенных методах нанесения напыление компрессором. Скорее всего, на это можно было бы забить и напулить его из краскопульта, только вот опыт такой покраски у меня тоже есть. И хоть с тех пор прошло немало лет, свежи воспоминания, какой кошмар получается, когда пытаешься работать компрессором первый раз. Мало того, что накрашено будет вообще все вокруг, а не только имитация, самая большая проблема — это наслоение краски друг на друга и подтеки. Из-за нескольких слоев даже антисептика в одном месте итоговый цвет может отличаться и выбиваться пятнами. Плюс разводить состав для компрессора нужно пожиже, и вот это вот пожиже, если где-то замешкаешься соплом на одном месте, по-любому начнет течь. Поэтому компрессором можно работать только уже набитой рукой, иначе можно просто все испортить и весь потолок придется переделывать заново. Покраска деревяшек — это на самом деле целая вселенная, и отдельная профессия маляра существует не просто так. Даже с кисточкой хватает своих приколов. Как правило, все покупают самую дешевую кисточку, я не исключение, но как-то мне надоело, что если сделать ей пару раз туда-сюда, то из бандажа сразу же начинают выпадать гвозди. Все это болтается, и из кисточки еще больше начинают выпадать волосы, которые особенно на белом цвете очень сильно все портят. На кисточке чуть-чуть подороже, даже за 100 квадратных метров нанесения не вывалились гвозди, и волосы больше стерлись, чем выпали. И для антисептика она вполне пойдет. При нанесении даже белого антисептика на первом слое как будто вообще ничего не происходит. И есть люди, кому нравится натуральное дерево, поэтому для кого-то это может быть достаточно. Если дерево совсем не обработать, то оно потом плохо ведет себя при эксплуатации. Хотя бы из-за того, что оно пачкается, впитывает в себя всякое, и отмыть его потом невозможно. А с защитой, так называемыми лессирующими составами, мы и визуальную натуральность сохраняем, и защитный слой образуется. Но лично мне очень странно от темного деревянного потолка создается когнитивный диссонанс, что у тебя пол на потолке, что вызывает странные ощущения. Поэтому я хотел перекрыть имитацию полностью белым. С темными цветами дерево перекрывается иногда даже с первого слоя, как, например, когда я красил свесы снаружи вокруг дома, а с белым цветом это целая эпопея. По опыту с лестницей пошел наносить второй слой антисептика, с ним все еще кажется, что ничего не происходит, но так сильно уменьшается впитывающая способность, и после высыхания второго слоя дерево уже приобретает белесый оттенок. Поверхность впитала в себя 6 литров состава, и каждый следующий слой уже будет более белый. Но антисептиком полностью перекрыть все равно не удастся, нужна именно краска. Для лестницы я покупал очень хорошую краску V33, такая же есть и для стен и потолка, но, конечно же, ее нигде не оказалось в наличии. А если не знаешь, какую краску купить, покупай Тикуреллу, не ошибешься. Для внутренних работ лучше брать краску на алкидной или водной основе, потому что с краской на основе растворителей внутри помещения можно насмотреться мультиков. Даже с водной основой все равно пришлось открывать окна, несмотря на хорошую вентиляцию, и потом еще долго проветривать весь дом. Если антисептик я наносил, что называется, на отстань, то для более качественного нанесения краски купил дорогущую кисть. Она не болтается, из нее почти не выпадают волосы, она берет в себя очень много краски, и ей реально приятнее и быстрее работать. Даже крючок, которым кисточка вешается на край ведра, мелочь, а приятно. Единственное разочарование, что даже максимальная кисточка за почти 1500 рублей все равно полосит при нанесении, и это вообще ни разу не валик, в котором в случае с лестницей получалось идеально. Но с имитацией валиком краску ну никак не нанести, потому что в углублениях валик не прокрасит, а прокрашивать отдельно углубление кисточкой, отдельно плоскость валиком будет полная шляпа, все из-за того же наслоения краски. Даже кисточка, если наносить, как я наносил антисептик, то пока будешь двигаться в сторону, слой уже подсохнет и опять получится шляпа и будет наслоение. Поэтому краску я наносил, двигаясь строго вдоль по одной доске.
случае с лестницей мне потребовалось 2 слоя антисептика и 2 слоя краски для получения идеального результата. С потолком также не прокатило и пришлось наносить даже 3-й слой краски уже поверх 2 слоев антисептика. Иначе было видно темные пятна от сучков. Дело скорее всего в самой краске, так как для лестницы краска стоила 4000 рублей за литр, а это около 1000. Краска достаточно густая, это помогало избегать подтеков. Капли все равно пытались образовываться, но так как я тщательно проходил по всей доске из стороны в сторону, то получалось сделать все однородным и практически без подтеков. Кроме потолка, надо было покрасить и уголки, которыми в будущем будут заделываться примыкания и имитация у стены. Сразу я их вставлять не стал, так как это надо будет делать после поклейки обоев на стенах. Спустя 5 нанесенных слоев, наконец-то я думал, что я закончил, и получилось на самом деле вроде вот так вот, если посмотреть вот сюда, то все ровненько, красивое, прям досочка к досочке, все однотонное, не видно никаких сучков, никаких изъянов, каких-то еще там плохих мест, везде все ровненько, красивенькое. Но если чуть-чуть изменить ракурс наблюдения и посмотреть наверх, то можно увидеть вот эти вот дурацкие швы, которые где-то вровень, где-то выпирают, где-то он со щелью, где-то оно вот это вот зебра, где-то краски попало больше, где-то меньше. Я прям пытался ее туда напихивать, чтобы она была однородная. Но не везде это получается, потому что где-то большой зазор туда, даже с 5-м слоем, туда не запихать достаточное количество краски, чтобы она там ровная полоская была. И где-то вот смотришь, где-то прям все замечательно, а когда поднимаешь голову, где-то видно, что оно как-то не очень. Но есть такой момент, что если немножко поиграться с освещением, то можно сделать лучше. У меня, когда лампы свисали у потолка, я вообще там красил и думал, что за хрень я какую-то делаю. Потом лампы я подвесил обратно к потолку и стало прям в 2 раза лучше. То есть если здесь еще немножко поиграться с освещением, то можно добиться эффекта, что будет еще получше. Потому что, возникает при определенном угле освещения, у нас здесь тень появляется, и она как бы вот съедает вот эту всю неоднородность, делает все более таким аккуратненьким и получается еще красивее. С другой стороны, если хочешь сделать реально хорошо, единственный вариант, который существует, это брать заводскую покрашенную доску, покрашенную в заводских условиях. Вся вот эта ручная покраска, это шляпа полная. Нужна покраска на заводе, именно чтобы она была покрашена, и ты покрашенную доску уже монтировал. Потому что, как ты ни старайся, можно запихать, допустим, я бы тут вообще бы выдолбался вот это вот полностью. Еще бы там 5 слоев нанес, напихал, допустим, краски, получилась бы у меня ровная линия. Что произойдет дальше? Сейчас влажность в помещении 50%. Это нормальная влажность, примерно летом она там может быть еще чуть даже побольше, но зимой она спустится до 25%. И, соответственно, доска будет идти вместе за ней. Сейчас у доски чуть побольше влажности, зимой ее станет чуть поменьше, и доска сделает вот так вот, чпыньк, она как бы скукожится, она уменьшится, и в каких-то случаях будет видно, не прокрасы станет, потому что вот этот гребень, который туда запехан, он не покрашенный. И станет видно 1-2 мм вот это непокрашенные полосы. Плюс все, что там пытаешься сделать, вот эти вот, чтобы они были ровненькие, оно все треснет. Оно по-любому все треснет, разойдется, лопнет, и все равно станет вот этим некрасивым, поэтому... Есть план, что просто зимой, когда вот оно разойдется, взять, например, пластиковую карточку и провести просто полностью, сделать, чтобы оно везде, почистить этот шов от краски, чтобы он везде был именно шов.
не прокрашенный, а вот не покрашенный шов, потому что там, где закрашено однородно, смотрится красиво, там, где оно, в принципе, полностью не закрашено, вот эта линия тоже смотрится вполне нормально. Именно вот, чтобы оно было, везде одинаково. И вот этого добиться сложно при ручной покраске. Очень легко и просто рассуждать тут вот это вот, как надо делать, как там правильно, как неправильно. 90% людей делает вот так. И показываю, как это будет вот у вас, потому что вот будет вот эта вся та же ерунда. Потом зимой, может быть, подсниму, посмотрим, что тут получится, как оно будет выглядеть. Оно еще треснет, там все по-любому, где-нибудь смола потечет. Смысл в том, что собрался бы ее покрасить руками, пофигу, но до монтажа. Это просто на грани фантастики. Задача практически неосуществимая в реальных условиях. На полу, допустим, в комнате, да, я не могу разложить весь скат, потому что он треугольный, у нас как бы там квадраты катетов, квадрат гипотенузы, теорема Пифагора, вот это все у нас больше, чем пол. Но, допустим, я там 2/3 ската, да, решу положить, или хотя бы один скат я решу положить на пол. Он на пол влезет, да, но тебе, чтобы покрасить, тебе нужно подойти к доске, вот это вот накрасил одну доску, вторую, третью, а дальше ты уже не дотянешься. Дальше тебе уже нужно переступать, и нужно расстояние между досками, чтобы покрасить дальше. Из-за вот этого необходимого расстояния, у тебя как бы технологическая карта твоего движения при покраске, из-за нее максимум, что влазит на пол, это половина одного ската. А красить 5 слоев, чтобы перекрыть это в белый. И заниматься вот этим вот дрочением того, что ты типа напилил половину ската, разложил, потом в 5 слоев ты красишь, а за один день ты 5 слоев не покрасишь, не канает. Вот это ты покрасил, потом его надо куда-то деть. Куда его деть? Это только монтировать заново. Потом надо пилить, а пилить где? На улице дождь идет. Как ты будешь пилить? Никак. Я в начале мая начинал, у меня снег шел на улице. Надо пилить здесь. Будешь пилить, тут все в ошметках, даже с пылесосом. Оно все в опилках, все летит, все... Ужас какой-то. Короче, это технологически практически нереально сделать, если у тебя нет ангара. Потому что на улице это тоже делать невозможно. Я пытался планкен обрабатывать на улице. Смотришь прогноз погоды, там дождя нету. Выходишь на улицу, разложил планкен, разложил краску, начал красить, и дождь пошел. Так всегда происходит. Допустим, там, ладно, выбрал прям неделя без дождя, все там прикольно. Ты накрасил, отворачиваешься, вот так вот поворачиваешься, а на доску птица насрала. Невозможно нормально сделать покраску под открытым небом. Там еще листья летят с березы, там вот эта всякая пыльца. Это мрак только в помещении. И вот у большинства людей, реально у 90% тупо, негде это делать. У меня даже есть вот эта зеленая халупа. Казалось бы, я там бы мог что-то там, какие-то доски разложить. Но мне даже с учетом зеленой халупы не влазит весь потолок. Невозможно его вот за один раз покрасить. А вот это вот извращаться, что типа там по досочке красить и прибивать, я бы его вообще никогда не закончил. Я и так с ним провозился, месяц, наверное. Очень много было вопросов про откосы. Я вот их буду оттягивать до последнего момента. Честно скажу, я не хочу это делать. Если дом продастся до того, как я буду делать откосы, я буду только рад. На самом деле с ними не то чтобы супер что-то там сложное, потому что есть у нас вот окно обычное, вертикальное на первом этаже, как у меня, кстати, обычные окна. С ними как-то ни у кого вопросов не возникает, с этими откосами. Все вроде знают там особо примерно, как их делать. Почему-то, когда окно наклоняется чуть-чуть вот так, у всех сразу паника: о боже, что же делать? Это же совсем другое окно. Хотя на самом деле разницы вообще никакой нету. Какая разница, у тебя так окно стоит или вот так? Это такое же окно, такой же откос, все то же самое. Хочешь, делай сэндвич панелями, хочешь там ПВХ панелями, хочешь чем хочешь. Можно, вот у меня был план сделать имитацией, но там получается паз у окна, и мой план пошел не по плану изначально, потому что 20-я имитация оказалась, что 20 мм толщиной, но в этот паз тупо не влазит. И я думал, что будут обрезки, я с обрезок там типа делаю этих откосов. По-хорошему делать можно чем угодно, только не гипсокартоном. Штука в том, что вот у меня на первом этаже откосы сделаны гипсокартоном, но там есть утепление экструзией. А на втором этаже у мансардных окон утепление откоса сделано ватой. А у экструзии термическое сопротивление сильно выше, чем у ваты. Соответственно, у нее температура поверхности на экструзии выше. А на вате я тепловизором смотрел, там температура очень близка к температуре выпадения росы. И получается так, что если сделать откос гипсокартоном, то он будет препятствовать, создаст некое термическое сопротивление, температура на поверхности утепления откоса опустится, и она будет ровно такая, как у точки выпадения росы, и там возможно как выпадение конденсата,
конденсирование влаги из воздуха. И подмокание этого картона, он будет это в себя все впитывать, держать, и, возможно, плесень, и вот это вот все там нехорошее. Поэтому всем чем угодно можно, кроме гипсокартона. Можно заменить листы, просто сделать ГВЛВ. Он там чуть подороже стоит, но по сути это то же самое. Тоже гипсовая плита, просто вместо картона у нее идет армировка волокнами, и не будет нечем будет там держать эту воду. И по-хорошему сделать бы откосы этим ГВЛВ, потому что мне больше нравится с визуальной точки зрения, когда я смотрел варианты, когда делают имитацией, и смотрел варианты, когда оно просто белое. То есть этот ГВЛВ его заштукатурить, зашпаклевать, покрасить в белый, чтобы была однородная поверхность, однотонная белая. А когда вот эти однотонные белые откосы, они прям гораздо более выигрышнее смотрятся, на мой взгляд. И соблюдение технологии покраски — это лишь половина конечного результата, потому что очень сильно влияет на то, как будет выглядеть доска в конечном итоге. Это то изначально, какую доску ты красишь и насколько хорошо она подготовлена к покраске. Потому что изначально весь объем, который основной у меня получился, я его покупал напрямую от производителя пиломатериалов, и он очень хорошего качества, хорошо отшлифованный. А то, что я докупал в сетевике, это просто конченые дрова, которыми только печку топить. Хорошо, что, во-первых, пришлось докупать чуть-чуть, а во-вторых, я не стал повторять одну и ту же свою ошибку, я купил досок с запасом. И мне было из чего выбрать, потому что половину я выкинул. Получился такой прикол, что я пытаюсь вставить доску в доску, а она, не вставляется. У меня уже до психов просто дошло, до матов, потому что, что ей мешает, а ей не должно ничего мешать. В итоге я там отдышался, смотрю на доску внимательно и понимаю, что я пытаюсь запихать доску в доску, у которой нет паза. Нет, она просто вот отпилена, а фрезой типа паз сделать забыли, или она там заскочила, или что. Я такой, какого черта? Поставил еще 2 доски, опять пытаюсь пихнуть, она опять не пихается. Да что такое-то? Тут я долго уже не соображал, внимательно все осмотрел, а у доски нет шипа. Как? Что происходит? На чем они пилили? Собрал потолок примерно наполовину, смотрю, как получается, и понимаю, что что-то какие-то 2 доски у меня выбиваются из рисунка, что везде все ровненько. Что-то тут 2 доски какие-то. Ходил, все это все своими щупальцами ощупывал, и понимаю, что у доски нету фаски. У нее вот эта вот отформовка под карельский профиль, вот это вот у нее с одного боку, она просто тупо отпильна прямо. У нее нету скоса. Мне пришлось все разбирать и болгаркой вышлифовывать, чтобы у нее был скос. Это что за доски? Что у них за поставщик? Просто обоссать и сжечь. Какой-то сюрреализм. Живем в лесу, а нормального леса хрен купишь. Лес кругом! Это ж сколько досок в нем! И казалось бы, вот этот весь потолок, который должен претендовать на слово бюджетный, получается на самом деле вообще не бюджетный. Вот смета, все, что у меня ушло на потолок, и получилось приблизительно 1500 рублей за квадратный метр. Это только материалов. На самом деле, если бы у меня была чуть другая конфигурация, и высота у стены была бы 2 метра, а в коньке 3 метра, так, чтобы было рукой не дотянуться, я бы, скорее всего, делал натяжной потолок, потому что он даже вместе с работой и материалами уже выходит типа 1200. На сегодня, может, там подорожало, мне на первом этаже делали за 1200. На сегодня, 1500 это край, это вместе с работой. А если хочешь не по низу рынка, а хочешь хороший потолок из имитации бруса, это нужно покупать какую-нибудь ангарскую сосну, какого-нибудь экстра сорта, с заводской покраской, и потолок в итоге выйдет просто золотой. Поэтому, если вот вылезти из комментариев и поглядеться в реальной жизни, большинство людей делает самой дешевой вагонкой, самой дешевой краской, что там кисточкой поводили, и вот что получилось, то и получилось. Я старался как-то вот за не сильно больше денег пытаться сделать сильно получше, но в целом получилось красиво. Ко мне уже где-то вот-вот сейчас должен приехать пол, так что скоро будет продолжение работ по мансарде. Кто скучает, у меня также выходят видео на Бусти, там я рассказываю все про деньги, о том, как я заработал 5 миллионов на дом, сколько зарабатываю с Ютуба, как покупал обучение в Стаса Асафьева, там много всяких подробностей внутриков ютубного производства.
Также у меня и на лайв-канале начали выходить видосы. Там прям вообще, вот что называется, вспомнил пароль, там прям суета пошла. Очень буду стараться публиковать видосы раз в неделю, чтобы надолго не пропадать. Плюс у меня еще осталось по последнему размеру мерча. Есть и майки, и кофты с капюшоном. Это одежда высшего качества, делаю для себя, чтобы носить ее и на стройку, и не на стройку, и постоянно вот в ней только душ не принимаю. Теперь хожу в своем мерче, а не в чужом. Если хотите успеть присоединиться в клуб, ссылки вы знаете где. А я пойду подготавливать пол для продолжения работ, и до встречи в следующем видео.